Здравствуйте! В прошлый раз мы говорили о стереотипах, которые мешают нам в изучении языка. Сегодня мы поговорим про языковой барьер. Некоторые изучающие язык начинают говорить чуть ли не с первого дня. Другие даже спустя годы не решаются даже начать общение. Для феномена языкового барьера есть объяснение и довольно простое решение. Какое? Давайте разберемся. Почему многие избегают общения на изучаемом языке? Как преодолеть языковой барьер и начать общаться? Какие техники самостоятельной работы в этом помогут? Вам не с кем общаться на русском? Правда? Многие при изучении русского сталкиваются с проблемой отсутствия практики. Казалось бы, что сложного? Заходи на iTalki или Tandem и ищи языкового партнера. Эта проблема редко бывает финансовой. Русскоязычные преподаватели одни из самых доступных на iTalki, а многие предлагают бесплатный обмен на ваш родной язык. Проблема по большей части лежит в психологической плоскости. Боязнь говорить и называется языковой барьер. Он имеет разные формы, проявления и уровни. У меня девушка, например, не может сказать даже «привет» на иностранном языке. И она не может объяснить, почему. Есть среди моих знакомых и те, кто немного говорит по-английски, но делает это с намеренно русским акцентом, считая, что выглядит нелепо, когда пытается говорить правильно. Очень многие просто стесняются говорить, поскольку не могут уверенно выразить свои мысли и стесняются своих ошибок. Даже я сам, несмотря на то, что неплохо говорю на нескольких языках, часто избегаю общения на новом. В чем причина? Раньше я объяснял это нежеланием общаться на банальные темы, которые неизбежны в начале. Но на самом деле за этим скрывается нежелание в очередной раз выглядеть нелепо. Или точнее скрывалось. Я нашел для себя способ решить этот внутренний конфликт между желанием говорить на языке и нежеланием начинать это делать плохо. Я беру пример с детей, которым не знаком страх выглядеть нелепо. Поэтому они быстро учатся. Я отношусь к этому как к игре, в которой допускаю как можно больше ошибок. Так как же преодолеть языковой барьер? Не так важно, какова причина языкового барьера в вашем случае, средство одно – начинать говорить на текущем уровне. Ошибки и незнание – это часть процесса. Ошибки исчезают постепенно, и не через изучение грамматики, а через разговорный опыт. Для большинства, однако, прыгнуть в беседу с носителем языка сложно, а занятия с преподавателем скатываются к удобной рутине. Слушаю объяснения, выполняю письменные упражнения, немного слушаю. В нашем курсе автономные занятия лишены стресса. Вы начинаете активно и полноценно говорить с первого и до последнего урока. Мы отвечаем на вопросы, формулируем мысли вслух, переводим вслух. Мы сразу слышим правильный ответ, альтернативный перевод, идеальное произношение. Мы можем повторять сколько угодно, и мы не стесняемся. В итоге барьер снимается, страх говорить пропадает. У нас более сотни отзывов типа «Я несколько лет изучал язык, но не говорил. После вашего курса пассивные знания вырвались наружу. Я начал понимать речь на слух, а главное, я начал говорить». Если у вас есть похожие проблемы, уверяю вас, вы не одни. А главное, что для этой проблемы есть решение. Итак, практическое задание на сегодня. Аудио нам не потребуется. Разве что для того, чтобы повторить предыдущие шаги. Сегодня мы займемся дешифровкой. Это способ освоения грамматики, которые используют полиглоты. По сути, это разбор непонятных моментов по мере их появления в тексте, в контексте. Мы осваиваем грамматику не через набор правил, а через заполнение пробелов. Поскольку практическая грамматика – это ограниченный и сравнительно небольшой набор структур, количество незнакомых мест быстро сокращается. На освоение практической грамматики при таком подходе уходит несколько месяцев такой периодической работы. Итак, откройте текстовую версию, а еще лучше распечатайте. Во-вторых, читайте русский текст, желательно вслух, и помечайте непонятные места. Падеж, род, использование времени, незнакомые выражения или слова. В-третьих, разберитесь с отмеченными местами, используя учебник или интернет. Спросите у нас в конце концов. И по окончании дешифровки прослушайте урок еще раз для закрепления. А в следующем видео мы поговорим о том, что делать, если вы застряли, если не видите прогресса.